Как думаете, куда цена на этом графике пойдет дальше? В этом видео вы узнаете, почему график идет вверх или вниз. Для этого я покажу 3 универсальных способа для определения движения графика на любой валютной паре или активе и заключу с помощью них реальные сделки, чтобы заработать. А в конце видео я расскажу пошаговый план, как начать зарабатывать на трейдинге бинарных опционов десятки тысяч рублей каждый день. Так что смотрите видео до конца. Наша задача, глядя на вот эти вот страшные графики, понять, кто сейчас контролирует рынок, покупатели или продавцы. И самое главное понять, как это влияет на цену. Как определить, кто контролирует ситуацию на рынке прямо сейчас. Если покупатели контролируют ситуацию и их больше на рынке, то цена всегда растет. Если продавцы, то цена падает. Что за абсурд, спросите вы? Зачем покупатели поднимают цены? Им же выгодно делать совсем наоборот. Они же хотят купить подешевле, чтобы продать подороже. Покупатели поднимают цену не специально. Это просто следствие их действий. Так работает рынок. Давайте все разберем на примере обычных бананов. Представим, где я продавец и продаю 1 килограмм бананов по 300 рублей, а другие продавцы делают так же. Я прихожу каждый день на рынок, выставляю свой товар, и покупателей настолько много, что они выстраиваются в очередь и выкупают полностью все мои бананы одним махом. И у других продавцов такая же ситуация. На следующий день решаем, а давайте я попробую поднять цену с 300 рублей до 500 рублей. Поднимаю цену, и другие продавцы тоже. Но покупатели все равно моментально выкупают все бананы. Чем больше людей готовы платить мне за эти бананы, тем больше я готов поднимать эту цену вверх. И это есть наглядная демонстрация силы покупателей в этом примере. Покупатели контролируют рынок, и как раз этим своим действием они повышают цену. Также это работает и в обратную сторону с продавцами. Тот же самый принцип работает и в мире трейдинга. Здесь все гораздо масштабнее и быстрее. Тут никто из нас в одиночку не сможет повлиять на цену рынка. Здесь такие огромные капиталы, что по факту наши какие-то вложения вообще не ощущаются. На тех же бинарных опционах обороты только на одной платформе могут достигать миллиардов долларов в месяц. И именно поэтому нам нужно определить, кто на рынке сильнее, кто доминирует и какой тренд прямо сейчас, восходящий или нисходящий. Дальше нам нужно просто присоединиться к этому движению, чтобы заработать. Теперь вы знаете, почему движение графика зависит от продавцов и от покупателей. Но как же правильно определить на графике, кто сейчас доминирует? Сейчас я расскажу вам 3 способа для определения движения графика и заключу с помощью них реальные сделки, чтобы заработать. Первый способ – это линия поддержки и линия сопротивления. Линия поддержки – это уровень цен, на который спрос на актив достаточно высок, чтобы предотвратить его дальнейшее падение. Это значит, что когда цена достигает этого уровня, она часто отталкивается вверх. Поддержка может быть определена на графике, когда цена несколько раз отталкивается от этого уровня, но не смогла его пробить. Линия сопротивления – это уровень цен, на котором предложение актива достаточно высоко, чтобы остановить его рост. Когда цена достигает этого уровня, она часто отталкивается вниз. Сопротивление также определяется по нескольким касаниям цены от этого уровня без пробоя. Как же использовать эти линии для определения движения графика? Отскок от уровня поддержки. Когда цена приближается к линии поддержки и начинает отталкиваться вверх. И наконец, когда цена приближается к уровню сопротивления и начинает отталкиваться вниз. На этом примере я показываю ситуацию, когда нужно входить в сделку на покупку, а когда на продажу. Но график не всегда отталкивается от линии поддержки или линии сопротивления. Случаются пробои линии. На этом примере я показал, как случается пробой линии сопротивления и цена продолжает двигаться вверх. В этой ситуации мы заключаем сделку на повышение. Здесь же обратная ситуация, когда произошел пробой линии поддержки и цена продолжает движение вниз. При торговле самое главное не торопиться и принимать обдуманные решения. Давайте я заключу реальную сделку прямо при вас, используя первый способ. Заключать сделки мы будем на платформе Pocket Option. Здесь я торгую чаще всего и всем ее рекомендую. Вы также можете начинать торговать на любой платформе, например, на Binarium. Тоже проверенная платформа, а ссылки кому надо я оставлю в описании. Итак, пока говорил, начертил для вас линии поддержки и сопротивления. Видимо, оттолкнулись от линии сопротивления, и я захожу в сделку на продажу. Отлично, сделка успешно завершилась. В этой ситуации отработал сигнал на продажу от линии сопротивления. Этот способ идеально подойдет новичкам, чтобы начать базово разбираться в движении графика. Знаете, а ведь я когда-то тоже был новичком и не знал, с чего начать. И именно поэтому я решил помочь вам избежать всех тех ошибок, которые делал сам.
Я создал бесплатный гайд для тех, кто хочет освоить трейдинг в бинарных опционах с нуля. Здесь нет никакой воды, только четкие шаги от знакомства с бинарными опционами до первой прибыли. Ссылка в описании. От души советую прочитать этот гайд. А мы переходим ко второму способу. Второй способ для определения движения графика — это восходящая и нисходящая линия тренда. Это линия, которая наклонена вверх и соединяет последовательные минимумы. Она указывает на то, что рынок находится в восходящем тренде и цена постоянно растет. Чтобы провести восходящую линию тренда, нужно найти как минимум две точки минимума, которые можно соединить. Нисходящая линия тренда проводится по максимумам цен. Это линия, которая наклонена вниз и соединяет последовательные максимумы. Она указывает на то, что рынок находится в нисходящем тренде и цена постепенно снижается. Чтобы провести нисходящую линию тренда, нужно как минимум две точки максимума, которые можно соединить. Теперь применим этот способ на настоящем рынке и заключим сделку. Итак, друзья, нашел ситуацию на этой валютной паре, и как раз мы видим, образовался нисходящий тренд. Так, проводим линию по максимумам. Видим, что в этом месте цена оттолкнулась. И мы заключаем сделку на продажу. Итак, наша сделка заходит в плюс. Повторюсь, график оттолкнулся от линии нисходящего тренда и пошел вниз. Я считаю, что третий способ самый эффективный, и именно по нему торгую чаще всего. И это анализ рынка через индикаторы. 100 лет назад, когда не было компьютеров, были и горные дома, где обычные люди заключали сделки по наитию. Профессионалы же искали какие-то закономерности на графике и пытались их применить в дальнейшем. Сейчас же индикаторы — это математический алгоритм действий. Не нужно часами анализировать графики. Индикаторы всю работу берут на себя и показывают сигналы для заключения сделок. Это мощный инструмент для трейдеров. Он помогает заключить прибыльные сделки в любых условиях рынка. Есть множество индикаторов для анализа рынка, но я вам покажу универсальную пару индикаторов, по которой лично зарабатываю от 10 тысяч рублей каждый день. Первый индикатор — это скользящая средняя. Это условная линия, которая отображает среднее значение цены за промежуток времени. Мы добавляем два одинаковых индикатора с разными периодами времени. Момент пересечения этих линий сигнализирует нам о точке входа на покупку или на продажу. В одиночку этот индикатор может выдавать ложные сигналы для входа в сделку, поэтому нужно использовать помощь еще одного индикатора. Как раз второй индикатор — это RSI, который является важным инструментом для подтверждения текущего тренда и помогает определять ложные сигналы от скользящих средних. Если RSI поднимается выше 50 и продолжает расти, это служит сигналом для покупки, а значение ниже 50 и движение графика вниз — подтверждение сделку на продажу. На этом примере я разобрал ситуации, когда следует заключать сделки на покупку, а когда на продажу. Но это все теория. Давайте теперь перейдем к практике и заключим реальные сделки с помощью этих индикаторов. Итак, переходим в настройки индикаторов. Добавляем индикатор RSI. Так, переходим в настройки. Так, настройки вида. Верхнюю границу ставим 80. Нижнюю оставляем 30. Нажимаем «Сохранить». Так, добавляем скользящие средние. Добавляем сразу две линии. Так, переходим к настройке. Первую линию ставим период 5. Вид линии зеленый. Так, вторую период ставим 15. Для удобства вид красный. Так, отлично, нажали «Сохранить». Буду торговать на таймфрейме свечей 1 минута, и сделки буду заключать тоже на 1 минуту. Теперь просто переходим по валютным парам и ищем ситуации, когда происходит или уже произошло пересечение скользящих средних. Смотрите видео до конца, и вы узнаете на практике, как эти индикаторы работают. Так, видим, образовалось пересечение. Для начала я скопирую сигнал в свою телеграм-группу для участников. Так, буду заключать сделку на сумму 10 тысяч рублей, буду ставить на покупку. Объясню. Зеленая скользящая средняя пересекает красную снизу вверх, и это дает нам сигнал о заключении сделки на покупку. А такие сигналы о входе в сделку вы можете получать каждый день.
Я провожу живые сессии, где вы можете копировать мои действия. Мы с участниками моего канала активно работаем на рынке каждый день, и многие участники получают те же результаты, что и я. Кстати, для VIP-канала я готовлю свою самую прибыльную стратегию для торговли, так что кто хочет, вступайте. Всю информацию оставил в телеграм-канале, заходите по ссылке в описании. Итак, отлично, наша сделка зашла, и мы получаем 9200 рублей чистой прибыли. Давайте заключим еще пару сделок, чтобы вы точно поняли, как работает эта стратегия. Итак, мы опять видим пересечение. Для начала дам сигнал в свою телеграм-группу для участников. Копируем сигнал. Здесь у нас иная ситуация. Я зайду на сумму в 10 тысяч рублей в сделку на продажу. Здесь мы видим, что зеленая скользящая средняя пересекает сверху вниз красную. Это дает нам сигнал на продажу. Все отлично, сделка зашла. Итак, мы нашли очередное пересечение. Копируем сигнал в нашу телеграм-группу. Здесь мы видим аналогичную ситуацию. Я захожу на сумму сделки 10 тысяч рублей на продажу. Зеленая скользящая средняя пересекает красную сверху вниз. И вот отлично, 3 сделки подряд заходят в плюс, и мы заработали чистыми 21 тысячу рублей. Вы убедились, что все сегодняшние способы отлично работают в реальной торговой сессии. На самом деле пошаговый план, как начать зарабатывать десятки тысяч рублей каждый день на трейдинге, я написал в тот самый бесплатный гайд для новичков. Так что обязательно прочтите его. А кто хочет работать вместе со мной и копировать мои сделки, то пишите мне в телеграм-канал. Все ссылки я оставил в описании. Я от души постарался над этим роликом. Поддержите лайком и подпиской. Всем прибыльных сделок. Пока.